Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. И сегодня мы вновь с вами попробуем нарисовать пейзаж по акварельному подмалевку. Я взяла бумагу для пастели и акварели, соленый ветер Венеция, 200 грамм серого цвета. Фактура у нее очень интересная. Посмотрим, как себя поведет бумага палаццо при воздействии воды. Намечаем линию горизонта. Здесь у нас будет дальний берег Волги. Вид этот я наблюдаю с детства. С острова Зеленый, который находится около города Казань в Татарстане. На этом острове я провела все свое детство, теплое время года, когда начинались каникулы. Я очень люблю Волгу. Люблю лодки, яхты, корабли, теплоходы, метеоры, все виды водного транспорта. Если сильно не мочить эту бумагу, то акварель на нее ложится очень ярко, видимо, из-за того, что бумага очень сильно проклеена. Я закладываю заведомо более темную основу подмалевка, так как сверху буду наносить слои пастеля, чтобы подмалевок наш просвечивал сквозь пастель. И акварель имеет такое свойство, она светится изнутри. Особенно это заметно при такой смешанной технике, как акварель и поверх аквареля гуашь. Намечаю основные цветовые массы закатного неба на Волге, массы облаков. В данном пейзаже я взяла больше неба и меньше воды. И я стараюсь сильно не мочить бумагу, как я и говорила. Я здесь не пишу по-сырому, а просто закладываю некий цветовой фон под дальнейшую проработку пастелью. Добавляю теплых оттенков в отражении в воде, так как солнышко светит на нашу воду и отражается в ней. Основной цвет неба. В некоторых местах я стараюсь оставить тон бумаги, потому что он тоже очень приятный, такой сероватый. Именно тот оттенок, который мне пригодится в работе. Сквозь облака просвечивает наше солнышко. Подмалевок наш готов, и мы приступаем к рисованию пастелью. Вроде бы он просох, но бумага чуть-чуть покоробилась, что вы увидите в дальнейшем при работе. А я не закрепила в начале лист малярным скотчем, о чем жалела, но из-за того, что я очень увлеклась, я не сразу это проделала. Лист очень маленький, поэтому большая деталировка здесь не требуется. Да ее и нет возможности сделать. Конечно, можно было использовать пастельные карандаши, но здесь я такую задачу не ставила.
Это быстрый этюд, чтобы просто показать, как можно использовать акварельный подмалевок в пастельной живописи, что дает нам возможность показать какие-то интересные эффекты. Вот когда вы плашмя держите половинку мелка, да к тому же еще эта бумага очень фактурная, поэтому акварель просвечивает сквозь слой пастели. Облака подсвечены солнцем. Некие всплески. Я в этой работе использую только один набор своей пастели. Конечно, там могли бы быть и другие оттенки, но я себя в этот раз ограничила. Небо еще не совсем просохло. Я работаю с теми участками, где бумага уже сухая. И как видите, мне приходится придерживать лист левой рукой, так как лист при высыхании повело. Возможно, нужно было бы лист прикрепить к планшету малярным скотчем до начала работы. Где-то я работаю штрихами, где-то всей плоскостью мелка. Но это уже как вы чувствуете цветовую гамму, какое у вас настроение, как вы соприкасаетесь с бумагой. У каждого человека разные чувства, разный характер и разный темперамент. Кто-то работает медленно, вдумчиво, кто-то экспрессивно и очень эмоционально. Нужно, конечно, найти золотую середину. Где-то можно растирать пальцем. При смешении оттенков пастели получаются новые оттенки, которых у вас нету в представленной палитре набора. Здесь я не хочу слишком заглушать передний план, чтобы оставить движение воды, течение. Течение на Волге меняется в зависимости от рельефа берега и, возможно, глубинных каких-то течений. Когда Волга мелеет, обычно это происходило осенью, то все это огромное водное пространство открывает нам пеньки бывших деревьев. Здесь раньше был лес. И дно очень такое сложное. Ну и вода на открытой Волге более холодная, нежели в заливе, так как она не успевает согреваться солнечными лучами. Течение очень сильное, зависит от ветра, от времени суток. Ну и бывает просто шторма. Волга очень имеет такой характер изменчивый. И в некоторых местах Волга как море, где не видно даже берегов. Я хочу сохранить общий колорит этой работы. Хоть там белого нету, он не явно белый, но все-таки хочется добавить каких-то светлых акцентов в небе. Где-то я их затру, чтобы они немного приглушились. Конечно, если вы возьмете больше лист, вам придется дольше работать с ним. Возможно, несколько дней. Здесь же это быстрый этюд, когда вы быстро выкладываете свои впечатления об увиденном. С ограниченной цветовой палитрой сложно добиться нужного оттенка, но что в пастелях характерно и что мне нравится, то, что можно смешивать оттенки между собой, не получая грязи. Но это все познается только в практике. Сенелье отличная пастель. Она мягкая, такая жирная, хорошо схватывается с бумагой. Этот сюжет я очень люблю. Когда солнце закатывается за дальний берег Волги, мы бегали на противоположный берег острова, чтобы понаблюдать за этим событием. Причем закат никогда не повторялся за все годы жизни на острове. Каждый раз и Волга себя вела по-разному, и облака были причудливой формы, так как природа – лучший фантазер, и художник учится у природы. Художник пытается запечатлеть то, что он видит, и передать это зрителю. Художник – это созерцатель. Многим людям некогда сидеть и наблюдать за явлениями природы.
Они все время куда-то бегут. Пока я не пишу нижнюю часть листа, меня не особо волнует то, что лист покоробился по краям внизу, как вы видите. На этом этюде Волга относительно спокойная, волн с барашками нету. Это когда волна несет белую пену, но рябь на воде местами такая ярко выраженная. Нужно все-таки закрепить эти углы, иначе невозможно дальше работать. Местами где-то можно затереть, где-то добавить фактурных штрихов. Граница воды и берега должна быть более ровная. Но здесь идет искажение камеры, поэтому создается впечатление, что она не особо ровная. Дальний берег я тоже не могу сильно прорабатывать, чтобы он не был перегружен и не вышел на передний план. Поэтому я продолжаю работать с рябью на воде. Но на поле должно быть контрастное. В этом наборе, конечно, не хватает темных оттенков пастели. Конечно, можно и с углем смешивать пастель, или вообще самому сделать оттенки пастели. Но я пока до этого еще не дошла. Очень нежно я добавляю чуть фиолетоватых оттенков. Они не совсем, конечно, фиолетоватые, такие лиловые. На контрасте с желтым, на контрасте с охрой. Видите, вы можете в разных направлениях наносить пастель. И это будет интересно смотреться. Где-то затереть, где-то жестко провести штрихи, а где-то просто послойно накладывать, чтобы светились первые ваши слои пастели. Либо подмалевок акварельный. Если бы мы рисовали просто на серой тонированной бумаге, получился бы совершенно другой пейзаж. На глади воды у меня маленький катерок, возвращающийся с рыбалки, либо кто-то из города спешит к своей семье, в свой загородный дом, либо просто катаются, совершают водные прогулки. Но небо в процессе работы у меня очень сильно меняется. Главное вовремя остановиться. Получились некие глаза монстра. Не знаю, вы видите это? Добавляем немного изумруда. Вода в Волге имеет некий цвет. Она непрозрачная. Местами очень много тины, где-то примеси песка, где-то глины. На этот остров я приглашала своих сокурсников. Мы устраивали совместные этюды на пленэре. Вместе все-таки веселее рисовать. И у каждого получаются свои варианты одного и того же пейзажа. И цветовосприятие у людей очень отличается. И ведь художник не просто рисует то, что видит. Он вкладывает еще свои ощущения в каждую работу. Для кого-то в этой работе будет главное небо, для кого-то вода, а для кого-то катер на глади воды. Когда я пишу Волгу, особенно когда это происходит с натуры, то там все очень быстро меняется. Меняются облака, меняется течение воды, меняется и освещенность. Поэтому, если вы вышли на пленэр, нужно максимум за полчаса нарисовать вашу работу. Даже если выйдя на то же место на следующий день, такого заката у вас уже никогда не повторится. Как я говорила, закаты на Волге, они уникальны, неповторимы. Можно всю жизнь рисовать с одного места. И у вас все равно будут разные и по цветовому колориту работы, и по композиции. Ну вот я считаю, что можно уже остановиться. Конечно, можно было еще проработать небо. Оставим так.
Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Пишите свои комментарии. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы. И до новых встреч, друзья, на канале Творческая студия Елены Тюриной.